Привет! Сегодня я хочу рассказать о том, где я провожу большую часть своего дня, о своем рабочем месте. Хоть у меня и не было возможности предусмотреть каждую деталь и отвести особое место столу в комнате, оно было выделено по остаточному принципу, но все, что я мог сделать, чтобы полюбить работу здесь, я сделал. Идея минимализма и функциональности лежит в основе всех моих решений о покупке чего бы то ни было для личного использования. Мне важно не перегружать ненужными вещами свое личное пространство, при этом сохранив максимальную функциональность у каждой вещи. Также и с рабочим столом. Мне очень важен функциональный минимализм, чтобы на рабочем месте было как можно меньше вещей сомнительной нужности, но при этом, чтобы не страдала производительность и функциональность. Что это означает на практике, когда я организую свое рабочее место? Начнем с компа. У меня MacBook Pro 2011 года на M1 Max, который я очень долго ждал и купил сразу на релизе. До этого у меня тоже была прошка с тачбаром, но еще на интеловском чипе. Она всем была хороша, но вот только при возникновении любой маломальски сложной задачи начинала взлетать, раскручивая вентиляторы. Не тянула обработку видео без создания прокси под каждый проект, и было сложно сделать требовательные к ресурсам коррекции на фотографиях. При этом мне не нужна какая-то великая производительность при рендере видеопроектов или тысячи фотографий. Пусть это будет медленно, мне торопиться некуда, я могу подождать. Но вот бодрая отзывчивость при выполнении базовых операций мне очень важна. Изменить баланс белого, экспозицию, поднять тени на фотках ползунками, работать с большими видеофайлами, нарезать, вставлять, удалять, работать с кривыми. Я бы хотел, чтобы вот эти операции проходили без подвисания интерфейса и задержек. Вот с такого рода задачками у моей прошлой машинки были проблемы, и я очень ждал релиза макбуков на Apple чипе, чтобы получить существенный прирост производительности и времени жизни от аккумулятора. И тишину, конечно. Комп очень хороший. Здесь 64 гига оперативки, чего хватает на любые нужды. Можно одновременно работать и в монтажке, и держать открытой фигму, Photoshop, программы для обработки фотографий, там 100 вкладок в Chrome, и при этом не использовать своп и не насиловать SSD. 3 года я уже с ним, и он прекрасен. Батарея, правда, деградировала, и максимальная емкость опустилась до 80%. Раньше можно было проработать и 12 часов без подзарядки, но сейчас показатель упал до 6-8 часов, но ничего, мне хватает. В сетапе для рабочего стола он у меня прячется под стол на подоконник. Я соединяю его с монитором одним кабелем, который одновременно его и заряжает, и передает данные. Таким образом, он не мозолит глаза своим бесполезным присутствием на столе, поскольку в работе за столом он не нужен. У меня 27-дюймовый Apple Studio Display, и я очень его люблю. Я знаю, мнения о нем сильно разделились, у него есть недостатки, там старая матрица, плохая фронтальная камера, отсутствие поддержки 120 Гц, малое количество портов и, конечно же, цена. Но для меня он просто идеален. Не слишком большой и не слишком маленький, со встроенными колонками достойного качества, четкостью, яркостью, сравнимой с моим MacBook. Еще он поддерживает функцию Night Shift, функцию, которая изменяет баланс белого монитора ближе к вечеру, чтобы не сильно уставали глаза. Я к нему очень привык, работая за ноутбуком. А высокая частота обновления мне, в общем, не нужна. Если я играю, то в казуальные игры или RPG-шки вроде Divinity или Baldur's Gate 3, которые особенно к ней не требовательны. С этим монитором мой стол сохраняет минимализм, и мне не приходится думать, там, куда воткнуть колонки, куда поставить микрофон для ежедневных созвонов. И я не вижу лишних проводов. Я уже практически перестал открывать свой ноут и думаю, что, наверное, мне уже больше не нужны экраны на 16 дюймов, ведь большую часть работы все равно удобнее делать за монитором, а те редкие моменты, когда нужно побыть в отрыве от него, можно пережить, наверное, и на 14. Посмотрим, что Apple придумает в этом году с M4 процессорами, возможно, на него перейду. В качестве второго монитора я часто использую старый iPad. Он у нас кухонный резидент, помогает нас развлекать, пока мы что-то готовим, но сейчас часто оказывается и на моем рабочем столе. Он бывает очень удобен, когда ты проходишь какой-нибудь курс или лекцию на YouTube, и при этом все места на экране, даже большом экране, обычно всегда заняты. Я не люблю мультимониторные конфигурации, когда нужно вертеть головой. Мне более естественно, смотреть вверх-вниз, поэтому вот такая конфигурация для меня является оптимальной и часто бывает очень полезна. У меня механическая клавиатура от Keychron Q1 Max. Она не кастомная, не самосборная, я ничего не понимаю в кейкапах и не очень погружен глубоко в тему механических клавиатур, которые сейчас очень популярны. Но удовольствие от работы с ней просто безгранично.
Я практически не отрываю рук от клавиатуры и считаю, что она должна доставлять максимум положительных впечатлений. Это как раз из таких. Каждое нажатие как микродоза дофамина. Очень рекомендую. Обратите внимание на механические клавиатуры. Сейчас доступна масса разных моделей. Можно найти свою самую лучшую, разобраться с разными кейкапами, чем они друг от друга отличаются, подобрать практически любую важную для вас характеристику и сделать идеальный инструмент для себя, чтобы наслаждаться им каждый день. К ней я наколхозил вот такую вот подставку от старой клавиатуры и детских деталей Лего, потому что она достаточно высокая, и без нее пришлось бы долго держать руки на весу, а это не очень удобно. У меня 100 лет одна и та же мышка. Это Logitech MX Anywhere, которая мне очень подходит. Она достаточно компактная, чтобы брать ее с собой, а я не люблю работать с тачпадом на ноуте. При этом шустрая, работает на любых поверхностях, эргономичная и минималистичная. Она работает от аккумулятора, и я заряжаю ее раз в пару месяцев. Таких я уже заменил штук 5. Они у меня из-за особенностей транспортировки, видимо, в рюкзаке, часто выходят из строя, но я всегда покупаю точно такую же, когда это случается, и рад, что эта модель не выходит из линейки Logitech. Для подсветки стола я использую Screen Bar от BenQ. Это очень удобная штука. Она мягко освещает стол, не создает ярких цветовых пятен, не светит в глаза, умеет менять температуру и интенсивность освещения. У моей модели еще есть вторая лампа, которая подсвечивает стену сзади, создавая приятную и комфортную атмосферу. Опять же, не занимает места на столе, что для меня очень важно, и выполняет свою главную функцию – подсвечивает рабочее пространство. Присмотритесь к таким, если вам важно создавать какую-то цветовую капсулу внутри комнаты, которая используется другими вашими домочадцами, чтобы было комфортно всем и днем, и поздним вечером. Весь звук для роликов я записываю на микрофон от Rode. Это под майк USB. Опять же, я не сильно заморачиваюсь, я знаю, ребята докупают для них разные предусилители, XLR кабели и прочее, но меня пока устраивает звук, который получается просто через USB кабель, подключенный к компу. Когда начнете жаловаться на качество звука, стану задумываться, но пока дополнительным штуковинам на столе я говорю нет. Но только не в этот раз. Сейчас я записываю на микрофон телефона, потому что мой Rode что-то отказался работать, я его отправил в сервис, не хочет передавать голос, хотя вроде определяется нормально. Посмотрим, может заменит, может починит. У меня очень старое кресло, ему уже больше 10, наверное, лет. И это одно из самых удобных кресел для работы. Это модель Herman Miller Mira, еще первого поколения. Его можно найти на Авито тысяч за 40, но раньше оно стоило дешевле. Очень удобная, спина не болит, подлокотники мягкие, фиксируются в разных положениях, и оно, походу, вообще не собирается изнашиваться. Если ищете хорошее кресло, посмотрите на этого производителя. БУ брать смело можно, оно действительно хорошего качества. Есть варианты и получше, конечно, но и стоить они будут существенно дороже. Я для себя пока не вижу смысла думать в эту сторону. На столе еще располагаются, бывают, мои камеры. Это две малышки от Fuji. Одна просто лучшая цифровая мыльница, это X100V. Она снимает вот прям как мне надо, я практически не обрабатываю фотки с нее. Она компактная, тактильная, слегка смахивает на пленочную. Все хочу освоить пленочные камеры, но процесс никак не может занять место в моей жизни. Проявка, сканирование снимков, которые 99% будут использоваться в оцифрованном виде, лишают смысла в их использовании в жизни. А жаль. Вторая камера только для видео. На нее я снимаю весь видеоконтент. Это тоже Fuji X-H2S. Она может снимать в 6.2К OpenGate, регистрируя данные со всей площади матрицы. А у матрицы соотношение сторон, по-моему, 3:2. А потом уже на посте ты можешь кропнуть футаж хоть на вертикальные 9:16 под сторис, хоть на квадратные, хоть на стандартные 16:9 соотношение сторон. Это удобно. Размер только получается большой. Один проект вроде этого видео может занимать гигов 200. Но потом я или удаляю, или скидываю на внешний жесткий диск. В общем, не принципиально. Главное, что комп нормально тянет такие файлы. И это добавляет удобства в процесс создания контента без лишних сложностей, которые я не люблю. Ну вот, я вам все рассказал. Ах, да, и цветы, конечно. Я обожаю зелень в интерьерах и люблю ухаживать за цветами. Смотрите, как они растут. Представляю, что каждый новый листик на цветах – это как новые знания в моей голове. Сидишь и растешь вместе с ними каждый день. Летом быстрее, зимой медленнее. Красиво.
Это не идеальный сетап. Я видел много видео про то, как ребята организовывают свои рабочие места гораздо круче. И когда у меня будет возможность создать себе новое рабочее место, я бы хотел сохранить вот этот подход минималистичности и функциональности, но при этом, например, добавил бы в стол с функцией поднятия. Какое-то время я работал в таких конфигурациях стоя. Я, конечно, больше 2 часов простоять не могу, но это переключает немножко мозг, ты работаешь по-другому, код пишешь быстрее и работаешь эффективнее, то есть каким-то образом переключаешься. Некоторые под такие столы ставят даже такие тонкие дорожки для ходьбы. Представляете, какая польза, да? Ты вроде и код пишешь, и при этом каждый день свои 10 тысяч шагов нахаживаешь. И да, на заднем шкафу у меня бардак. Мне это еще предстоит разобрать. И струн на гитару поставить. Ну вот, как-то так. Расскажите, как у вас устроено рабочее место, что вы считаете важным в его организации и что помогает вам продуктивно работать и не уставать от места, за которым вы проводите по 8-10 часов каждый день. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно. Ну все, пойду монтировать и собирать ролик. Keep coding и до встречи.